Всем привет-привет! Неожиданно, да? Это я себе говорю неожиданно. Я пообещала вам в чатике, сейчас мое обращение идет к участникам Телеграма. Я надеюсь, что я этот ролик выложу и на YouTube, не знаю, как получится. Ну, я посмотрю, если мне понравится, то обязательно выложу. Значит, в чатике на днях, когда я спрашивала какие-то идеи по поводу того, как можно улучшить свой телеграм-канал, Лариса предложила рассказать кое-что интересное про Таро и мифологию. Вот. А поскольку я постепенно готовлю курс мифологии второй, и в зависимости от того, как бывают готовые лекции, я их выкладываю, их можно купить, приобрести по отдельности. Когда я сделаю все 22 аркана, это будет готовый пакет, вы сможете приобрести готовым пакетом, пока по отдельности. Так вот, я думала, что бы такое интересное вам рассказать про Таро, что, возможно, вы не знаете. Вот. И я пообещала, значит, опять же таки в Телеграме, в чатике, что я сделаю про аркан влюбленных, про необычный аркан влюбленных, отрисовка необычного аркана из колоды Золотой Зари. Дело в том, что, значит, как у нас будет развиваться события. Если вы будете смотреть в Телеграме, да, если вы меня смотрите в Телеграме, то я, конечно же, все, что я говорю, картинки, да, я выложу, потому что там есть такая возможность. Если вдруг вы будете смотреть меня с YouTube, что мне кажется, камера так криво стоит, уже не буду вставать или менять. Если вы смотрите меня с YouTube, то, к сожалению, вам придется все, что я говорю, самостоятельно искать в интернете. Вот. Почему? Потому что, ну, к сожалению, я не могу прикрепить картинки, а вот чтобы вставлять картинки в ролик, я еще такому не научилась. Вот. Но в любом случае, то, что я буду сегодня говорить, это войдет в курс мифология Таро, когда я буду сопоставлять аркан влюбленных. Но поскольку к аркану влюбленных есть еще один миф, это про близнецов Каспара и Полидевки, вот, близнецы, то именно когда я буду готовить материал для курса мифологии Таро, вот то, что вы сейчас увидите, да, это будет фрагмент того, что будет в этом аркане. Будет еще и продолжение, так скажем, да, это не полная информация про аркан влюбленных. Поэтому, с одной стороны, да, вот этот ролик, он будет некой такой демо-версии, хотя у меня есть первое занятие бесплатное, это про аркан Шута и бога Диониса, который однобоко считает, что он только лишь бог виноделия, или, скорее всего, воспринимает только эту часть, и не совсем понимают, что значит состояние мании, да, в которое входит, да, почему вот там на шабашах женщины как сумасшедшие танцевали и так далее. То есть вот это вот все пояснение, это есть. Поэтому, ну, кто не в курсе, я обращаюсь сейчас к тем, кто на YouTube будет смотреть этот ролик. Вот, этот ролик есть в открытом доступе, как первое занятие, как демо-версия. Все остальное, все остальные лекции, они платные. Вот, то есть можете посмотреть. Но если вдруг вы смотрели и все равно хочется еще что-то, вот, то сегодняшний как раз-таки ролик, он и будет показывать, что конкретно я рассказываю на курсе «Мифология Таро», чем она интересна и чем этот курс, он уникален и привлекателен. То есть, с одной стороны, я рассказываю вроде бы как про аркан Таро, про его глифы, да, то есть изображения, которые есть на аркане. А с другой стороны, я рассказываю миф Древней Греции, многим известный, но поскольку все мифы, они закодированы, да, там есть заложены определенные смыслы, вот, архетипические смыслы, да, то вот их я как раз-таки рассказываю, поясняю и сопоставляю с тем или иным арканом. В принципе, вот эта вот задумка есть. На самом деле, я искала, может быть, есть что-то аналогичное на YouTube, но не нашла.
Вот, и мне нравится такая оригинальность. Вот это такое небольшое вступление. Я всегда делаю небольшие вступления, не, скорее всего, не для людей, а для самой себя, чтобы сонастроиться, потому что мне бывает очень сложно, да, сразу начинать рассказывать, то есть мне надо раскачаться. Итак, значит, сопоставление сегодняшнего аркана влюбленных и мифа про Персея и Андромеду. Правильно я сказала? Наверное. Ну, я имею в виду по-русски, наверное, это правильно. Если что, если вдруг слышите как-то, ну, незнакомые вам слова, ясно дело, что вы понимаете, что это будет сказано на греческом, поэтому думаю, разберемся, да, разберемся. По поводу картинки, я уже сказала, да, в Телеграме я выложу эти арканы, на Ютубе, к сожалению, вам придется самостоятельно искать. Ну, в принципе, там только две картинки. Значит, первая картинка, которую вам нужно будет найти, это есть в свободном доступе на YouTube, колоду «Золотой зари» и найти аркан влюбленных. Этот аркан, он отличается от обычной колоды, которую мы привыкли видеть как у Уэйта, так и у Тота и другие арканы. То есть мы привыкли видеть либо влюбленных, да, либо троих героев, да, одного мужчины и две женщины. А вот в аркане «Золотой зари» там изображены герои конкретного мифа, да, о котором я говорю, Персей и Андромеда. И с одной стороны, вроде бы не совсем понятно, какое отношение это имеет к аркану влюбленных. Вообще, согласно астрологии, аркану влюбленных соотносится знак зодиака Близнецов. Вот. А если мы говорим про внутренние органы человека, да, то это все, что имеет парность. То есть это легкие, это почки, вот, либо, ну, я так понимаю, придатки, да, женские. Ну, то есть все, что относится к цифре 2. Вот. О чем, значит, миф? На аркане влюбленных Золотой зари мы видим, значит, три персонажа. Мы видим Персея, который спускается из небес, так скажем, наполовину и держит щит, на котором изображено солнце. Но на самом деле, согласно мифу, там должна быть голова медузы Горгоны. Вот. Мы видим также изображение большого камня, к которому прикована непосредственно сама Андромеда. Вот. И дракона, который всплывает из воды. Вкратце расскажу этот миф. Он, в принципе, короткий. После того, как Персей победил медузу Горгону и отрезал ей голову, вот, он решил двинуться дальше, да, в своем путешествии, вот, и попал в Эфиопию, где узнал о том, что существует некое такое страшное чудовище морское, которое поедает, значит, людей. Даже не поедает, а ему приносят, да, как это обычно бывает, как жертвоприношение, девственниц. И если я не ошибаюсь, согласно мифу, то, в принципе, уже никаких девушек не оставалось там. И правитель, да, или как его там, ну да, правитель Эфиопии, царь. У меня просто сейчас это все крутится на греческом языке, поэтому мне сразу сложно перевести. Вот. Поэтому такая заминка, я извиняюсь. Вынужден был принести в жертву свою дочь, девственную дочь, и вот, которую звали, значит, Андромеда, и она была прикована как раз-таки к камню, где нужно было, ну, то есть она ждала своего момента погибели, вот, и когда туда пришел Персей, он встретился с Андромедой, она ему очень понравилась, он пришел просить у нее ее руки у отца, на что
отец сказал, что он не может, да, что должен принести в жертву свою дочь. И тогда Персей сказал, что если я смогу победить, даже не если, а когда я, как это правильно это слово, побежу, это единственный глагол, который я не знаю, как правильно говорится. Вот, в общем, одержу победу над этим драконом, да, то ты разрешишь, отдашь мне свою дочь в жены. Вот, на что, конечно же, отец Андромеды согласился. И так, в принципе, и произошло, да, то есть с помощью головы Медузы Горгоны произошла битва, и Персей, значит, освободил Андромеду, и в дальнейшем на ней женился. Это вот если вкратце. Ну, в принципе, да, вы миф можете, опять же таки, найти в интернете, он достаточно известный, и почитать. Нам даже здесь, на данном этапе, не столь важен сам сюжет, сколько смыслы, которые заложены. И вот, согласно, опять же таки, аркану влюбленных, да, классике, здесь стоит вопрос, да, а какая связь, например, именно этого мифа и карты колоды Золотой Зари, да, со всеми другими, то есть какой сюжет, какая связь. В традиционной, да, вот классике Уэйта мы видим, значит, двух влюбленных, мужчину и женщину, которые находятся в райском саду Эдема. За ними, значит, стоит архангел Гавриил и два дерева. Дерево познания и дерево жизни. Значит, за женщиной обнаженной мы видим древо знания, и на нем, опять же таки, змей-искуситель. И сюжет известного библейского мифа изгнания Адама и Евы из райского сада после того, как, опять же таки, да, змей, да, известный тот же самый змей-искуситель, дал яблоко, да, познания Евы, после чего у нее открылись глаза, и, значит, случилось, в общем, все, что случилось, и их изгнали. На самом деле я никогда не рассматривала аркан влюбленной классики как изгнание Адама и Евы, а я, скорее всего, вижу благословение. Благословение мужчины и женщины, то есть олицетворение женской энергии и мужской энергии, да, познание мира, дуальности, то есть, по сути, из тонкого плана выходит энергия, которая разделяется. Значит, в пятом аркане у нас, по сути, у аркана Иерофанта до этого момента была одна энергия, да, не дуальная, единая. И вот начиная с аркана Иерофанта происходит деление, да, на добро и зло, на тьму и свет и так далее. И в аркане влюбленных эта история продолжается до аркана умеренности, когда энергии опять-таки объединяются, и дальше идет смысловая нагрузка всех последующих арканов, да, именно единение и понимание того, что силы должны слиться. То есть тот путь, который мы проходили, определенный отрезок разделения, да, либо выбор одной или другой, оно ни к чему не приводит. То есть приводит скорее к обогащению опыта и познания. В конечном итоге все сходится в том, что мир един, и единение в дальнейшем, самый последний аркан мира про это говорит, да, про слияние всех энергий, про объединение, про единство и так далее. Так вот, в традиционной, да, классике у нас, значит, идет разделение, и, как правило, именно конкретный аркан, он не имеет отношения, хоть он называется влюбленный, он, по сути, к пониманию любви, он не имеет никакого отношения. Про любовь у нас говорит двойка кубков, а он говорит больше про выбор, про разделение, про определение, поскольку в аркане влюбленных стоит задача определиться, да, то есть определиться, что выбрать, когда человек входит вот в дуальное состояние,
И с точки зрения именно познания себя, да, то ты познаешь либо, то есть крайность, да, либо одну составляющую энергии, либо другую. Выбирая что-то одно, ты отказываешься от чего-то другого. И поэтому влюбленные это всегда про выбор. Это если мы говорим в классике. Но у нас возникает такой момент, что какое же это отношение, да, какой же выбор здесь между Персеем и Андромедой, когда он в принципе ее спасает. То есть в чем заключается суть? Я говорила неоднократно, и не буду оспаривать, кто-то использует Таро как раз-таки на уровне предсказательной системы. Для меня это слишком было бы просто и примитивно. Для меня Таро это система познания, система самопознания, также это система познания мироздания. То есть те смыслы, которые заложены в глифах, да, то есть символика, оно имеет такое очень глубокое, несет в себе глубокую смысловую нагрузку. И касательно нашего сегодняшнего мифа, что здесь изображено, мы разберем по отдельности. У нас, значит, есть на этом аркане дракон. Опять же таки в классике это змей. Змей и дракон это примерно одно и то же, да, только в разном изображении. У нас есть женщина, да, присутствует, и у нас есть мужчина. То есть, по сути, три персонажа. И для того, чтобы понять глифы, да, вот эти вот смыслы, символы, потому что, в принципе, Таро – это такая система, в которой присутствует очень много символики и очень много смыслов. С другой стороны, для того, чтобы познать непосредственно символику и что там заложено, да, то есть необходима философия так или иначе, поэтому одно без другого, да, не существует. Так вот, что же значит драконы? Причем замечу, что драконы, как правило, они черного цвета, да, изображаются не белого, не красного, не путаем там с японским, да, с востоком, с понятием. В принципе, драконы, как ящеры, всегда черные, как олицетворение темных сил, хтонические, да, хтонические темные драконы. Так вот, значит, драконы – это хранители древних сокровищ, да, помним. Как правило, драконов рисуют, что они вот прям чахнут над над золотом. Почему именно над золотом, а не над серебром, либо на чем-то еще? Потому что золото, которое охраняют, золото само по себе, это в алхимии энергия, значит, алхимия делится на практическую и на духовную. Практическую – это чисто символически, когда мы берем неблагородный металл и превращаем его в золото. А духовная алхимия – это когда мы начинаем работать над собой, совершенствуем себя, чтобы дойти до состояния золота, то есть дойти до состояния богов, то есть уподобиться, усовершенствоваться до некого идеала, то есть стать богоподобным человеком именно в материи. Вот это практиковала алхимия. И исходя из этого, золото – это олицетворение Бога, то есть это олицетворение совершенства. И таким образом одна из черт дракона, одна из функций, скажем так, дракона – это хранитель очень глубоких знаний. То есть знаний, познаний, понимания того, почему, то есть не почему, а как прийти именно к состоянию богов. Как именно прийти и уподобиться богам в своем совершенстве. То есть смысл здесь идет не в том, чтобы в прямом смысле стать Богом, а именно в своем совершенстве. Усовершенствовать себя, улучшить, не знаю, называйте как хотите. То есть здесь смысл именно такой.
Я просто вспоминаю, да, вот сейчас, пока я говорю про драконов, еще на всякий случай я отмечу, где я нахожусь. Вторая картинка, которую бы я хотела сказать, показать вам, если у кого есть вот эта вот книжка, она называется «Иллюстрированный ключ к Таро». Кстати, в моем курсе Таро, кто проходил у меня обучение Таро в записи, вот эти вот картинки и понятия, то, что я сейчас буду говорить, это есть в «Аркане влюбленных», но это вот только часть. Так вот, в этой книжке есть такая очень интересная картинка. К сожалению, вы ее не сможете посмотреть, но увидеть. Вот я вот так вот покажу. Вот эта картинка и вот эта картинка, то есть Эдемский сад до изгнания, да, людей, и потом, когда уже было изгнание из Эдемского сада, да, после падения. Здесь такие очень интересные моменты изображены, да, то есть сначала круг, в этом кругу 7 голов дракона, да, спящие, это корни древа жизни, здесь мы видим древо жизни, 2 колонны, у нас, значит, между драконом и вот этой части, где изображен мужчина, стоит женщина, а на плечах женщины стоит мужчина, да, и здесь кетер корона, то есть единение, монада, откуда происходит, все происходит. Здесь, значит, у нас уже идет падение, греховное падение, изгнание из рая. И, то есть те, кто будет смотреть этот ролик в Телеграм, я вот думаю, нет, в Телеграм, наверное, не получится, потому что я смотрю ролик большой, он у меня не загрузится, поэтому я все на YouTube выложу, но картинки я выложу в Телеграме, чтобы посмотреть. И здесь, значит, вторая картинка, да, когда уже падение, то есть когда уже этот дракон пробудился, пробудились его 7 голов, опять-таки цифра 7 олицетворения 7 пороков, да, они поглотили женщину, в данном случае женщина идет как олицетворение нашего бессознательного, дракон – это олицетворение наших пороков, и человек в данном случае, да, то есть мужчина, человек, через женщину, через бессознательное, его, значит, поглотили пороки. Это вот то, что говорится, да, об изгнании. То есть человек уже перестал жить в единстве, да, он стал уже искушенным, и вот материя его поглотила. Здесь, в принципе, очень много смыслов. Ну, вы можете купить себе эту книжку, да, и почитать. Вот, ну, опять же таки, да, если у вас нету какой-то определенной базы знаний, там, я не знаю, например, каббалистической, либо до этого еще каких-то знаний, то сложно будет это все сопоставить. Вот. Но в любом случае, почему я упомянула именно про эту картинку? И это как раз-таки идет описание с аркана влюбленных, да, именно в классике Уэйта. Дело в том, что хтонические драконы – это хранители древних сокровищ, да, как я уже сказала, и их всегда противопоставляли героям, то есть всегда архетипически, да, всегда есть какая-то темная сила, как правило, эта темная сила изображается в виде дракона, и всегда есть какой-то герой, который должен победить этого дракона, да, ну, то есть даже и на Руси есть Змей Горыныч, которого побеждают, либо там Кощей Бессмертный, которого тоже должны победить. То есть есть какая-то ассоциация темных сил, и обязательно должен быть какой-то герой, который должен победить. В христианстве это, если я не ошибаюсь, икона Георгия Победоносца, да, который убивает тоже дракона. То есть вот эта вот символика, это как раз-таки про то, что когда появилось христианство, да, начала противопоставлять себя как раз-таки язычеству и всем вот этим вот древним, скажем так, религиям, но при этом сохранила очень большую часть традиций и знаний, да, из древней вот этой мифологии, да, либо древней религии. Вот, кстати, посмотрите, да, тоже Георгий Победоносец убивает дракона. Так вот, значит, герой – это архетип человека, стремящегося подчинить себе животные инстинкты,
раскрыть, познать и слиться с Высшим Я. Почему именно, ну, то есть здесь разные глаголы можно использовать, да, раскрыть Высшее Я, познать, слиться с Высшим Я. Смысл заключается в том, что если дракон – это символ знаний, опять же таки на аркане влюбленных мы видим, что змей-искуситель, он сидит именно на древо знаний, то есть из всех деревьев райского сада, да, именно древо познания было выбрано, и оттуда был дан плод Еве. То есть, по сути, здесь идет аллегория того, что приходит герой, то есть это человек, который должен победить своих демонов внутренних, да, высвободить непосредственно душу, то есть слиться с ней, да, и вознестись. То есть вот если кратко, миф говорит именно об этом. То есть дракон олицетворяет невыраженные, то есть с одной стороны, да, он хранитель врат познания, знания, глубоких знаний, а с другой стороны он идет олицетворение темных сил. Ну, либо тьмы, но в данном случае не как негатива, а в данном случае как, знаете, как мы говорим, человек не просвещенный, то есть та тьма, которая еще не опознана. То есть дракон олицетворяет невыраженные, непроявленные хтонические темные силы, необузданные, да, спонтанные энергии хранителя врат внутренних знаний. То есть это все внутренние процессы. Дальше, очень часто мы видим, что изображается камень, ну вот в колоде Ордена Золотой Зари, там Андромеда, она была привязана к камню. И, в принципе, это камень идет как олицетворение материи, да, плотной энергии, либо к пещере. Пещера – это дракон и пещера – это аллегория нашего бессознательного. Пещера внутриутробное, да, существование младенца. То есть вот эта вот тьма и жидкость, как правило. А у нас на аркане мы видим, значит, этот камень, да, либо просто олицетворение материи, либо это часть пещеры, то есть перед пещерой, да, она привязана, и воды, то есть это символика как раз-таки нашего бессознательного. То есть умственная и душевная тьма, неведение, да, то, что мы говорим, страхи, страсти, которые живут в глубинах человека непосредственно. Также мы видим в архетипах, в данном аркане мы не видим, но очень часто, когда, например, даже в той же самой иконе Георгия Победоносца, он находится на лошади. То есть, как правило, герои всегда находятся на лошади, не находятся на, там, я не знаю, на крокодилах, на слонах, либо еще на каком-то другом животном, а именно на лошади. Вот в греческом языке это достаточно понятно, почему лошадь. Потому что само слово, оно имеет в себе смысл алого, то есть лошадь называется алого. То есть то, что там, где нету логики, разумности. То есть лошадь – это олицетворение той части нас, которая неразумная. И поэтому герой, который всегда находится на лошади, да, то есть означает разум, управляет, разум в данном случае это человек, он управляет нелогичной частью, то есть лошадью, иррациональным, неразумным. То есть когда мы видим человека на лошади, это получается разум управляет и рациональным, только иррационально здесь в данном случае не как бессознательно, а это та часть нас, которая не разумная, то есть это животное в некоторой части. Дальше. Опять же таки, если мы копнем еще глубже, то у нас на картинке получается, значит, дракон, который находится в воде. Вода – это тоже состояние нашего бессознательного, это наши эмоции, это наши переживания.
Причем, согласно мифу, это чудовище было послано богом Посейдоном. Посейдон управляет нашим плотным миром, да, и он отвечает за, ну, помимо землетрясения, отвечает за эмоциональное состояние, за наши переживания, за наши чувства, очень глубокие, которые существуют, да, в нашем плотном мире. И поэтому, если мы посмотрим, значит, у нас дракон, потом идет Андромеда, и вот так вот третий уровень, да, где выходит Персей. Это значит дракон, Андромеда и Персей. Если, как я уже сказала, да, мы копнем глубже, то мы получаем, по сути, состояние и строение нашего мозга. Опять же таки, если кому-то может показаться, что это сейчас все придумано, то на самом деле это не так, потому что в древности как-то надо было описать и рассказать. С другой стороны, знаете, придумать мифы, причем одно дело, если ты придумываешь миф какого-то, например, одного народа, да, но если начинаешь изучать мифы в общем, да, всего мира, то есть очень много схожего. И при этом эти народы на тот период времени, да, в древности, они жили на большом расстоянии. И как-то, знаете, ну, если предположить, что люди придумали, это все равно не должен был быть какой-то контакт между собой для того, чтобы, ну, были схожие мифы. А расстояния в те времена были большие, и ну, не было возможности так легко пересекать, скажем так, расстояние, да, для того, чтобы вот все одновременно люди, да, на планете в тот момент придумывали аналогичные мифы, например, ну, в разных интерпретациях. То есть, например, миф о потопе, да, и библейское, то же самое, да, как в библейском мифе, да, про Ноя, есть в очень многих народах, просто по-разному пересказано, но суть, в принципе, одна. Так вот, что я хотела сказать? Вот это вот изображение, да, по сути, она показывает то, как устроен наш мозг. Я говорила о том, что мифология, она закодирована. Так вот, показывает, это изображение показывает, как устроен наш мозг. То есть мозг условно можно разделить на 3 части, да, мы это с вами все знаем. Это рептильный мозг, лимбическая система и более такой в эволюции более молодая часть мозга – это неокортекс. На данной картинке у нас получается рептильный мозг, оно даже само название, да, рептилия, животное, ну то есть змеи и так далее. У нас изображен, значит, дракон, он у нас отвечает, это самая древняя часть мозга, он отвечает за инстинкты и самосохранение, причем самое интересное за безопасность, да, то есть самые начальные такие потребности, еда и так далее. А вот по поводу самосохранения, одна из частей, да, самосохранения – это накопительство. Когда есть вот эти вот страхи, да, я должен выжить, значит, я что-то должен накопить. И вот эта вот ассоциация как раз-таки с драконом, да, жадностью, который все время копит злато. То есть злато в данном случае может быть как информация, либо как знание, но по сути вот эта вот картинка, у меня просто все время картинка перед глазами, как дракон сидит, у меня даже есть в этом, не вытащила, в метафорических картах дракон, который сидит вот прямо на золоте, да, обнял этот сундук золотом. Накопительство. За это у нас отвечает рептильный мозг. Следующее у нас, значит, изображение у нас было Андромеда. Это лимбическая система. Туда входит, ой, боже мой, сейчас уже и не вспомню навскидку. Причем у меня, знаете, крутятся в голове греческие слова. Хотя они похожи, по-моему, да, и амигдали, и, ну, ладно, не буду сейчас туда лезть. В принципе, можете посмотреть самостоятельно. Суть заключается этой части мозга, да, это химические процессы, которые происходят именно в этой области нашего мозга. Вот. Но если проще говоря, то лимбическая система у нас отвечает за эмоции. Вот. И, как ни странно, изображена женщина, да, и мы всегда говорим, что женщина очень эмоциональная, да, мужчина сдержанный,
Вот, и у нас всегда, опять-таки, ассоциация, что женщина – это эмоция, вот, а мужчина – это логика, разум, женщина – это сердце. Так вот, лимбическая система, она как раз изображена в виде Андромеды. Это эмоции, которые находятся как раз-таки между мыслями, да, там у нас мужчина, и действиями, да, то есть дракон, получается, действие, то, за что у нас отвечает, в принципе, рептильный мозг, да, за действие, выжить. Вот, тоже интересно. И здесь, в этой картинке, то, что я вам показываю, у нас тоже получается дракон внизу, дальше идет женщина, да, как наша бессознательная, и сверху над ней мужчина. То есть это получается действия, эмоции и мысли. И таким образом эмоции являются связующим звеном между мыслительным процессом и действием. То есть человек сначала что-то подумает, у него появляются эмоции, и на основе этого, да, он принимает какие-то решения, действовать мне или нет. Ну и неокортекс, то есть недавно появился, да, в биологическом развитии мозга, эта часть нашего мозга, и причем в этой части не появилась, а там есть часть, которая отвечает за память. Это тоже очень такой интересный момент на подумать, да, почему именно вот в этой разумной части появляется область памяти. Она у нас, в общем, отвечает за разум, за разумность. Дальше. Борьба со страхами и страстями, которые живут внутри нас и не дают нашей душе Андромеде развиваться и взлететь в божественный мир. То есть вот эта вот картинка, да, где мы видим, происходит некая такая борьба главного героя Персея, который сражается, значит, со змеем. И вот эта вот борьба, это сражение, получается, даже здесь не аллегория, не самого человека с животным, да, а именно героя, то есть человека. Человек в данном случае подразумевается не как некий такой, как это сказать, да, как статус, что ли. То есть человека разумного, не каждого человека, а именно человека, желающего познать себя. Вот в таком контексте здесь подразумевается, то есть человек, который на пути познания себя борется со своими страхами, да, драконами мы говорим, демонами иногда мы говорим, да, со своими страстями, потому что рептильный мозг у нас отвечает за инстинкты, а страсти непосредственно имеют отношение к инстинктам, которые живут внутри нас и не дают нашей душе Андромеде, да, в данном случае, то есть нашей душе, развиваться и взлететь в божественный мир. Почему не дает? Потому что она прикована. Поэтому в картинке она изображена как привязанная к камню, либо к пещере, к материальному миру. И в данном случае очень интересный момент того, что Персей убивает дракона. И вообще, как Таро, да, у нас даже есть аркан смерти, и во всех ритуалах, во всех народах, когда показано, особенно в мифологии, когда показано убийство, здесь идет не прямое понимание убийства, а метафорическое. То есть убийство кого-то означает инициация, да, то есть момент инициации, когда ты перенимаешь, то есть убивая кого-то, ты высвобождаешь те качества, те свойства, либо та сила, которая есть у этого существа, и ты ее принимаешь, перенимаешь. Поэтому, когда мы говорим метафорически убить кого-то, да, убить в себе зверя, то есть, по сути, перенять ту силу, которая несет то или иное животное. И в данном случае здесь получается, что убийство дракона олицетворяет смерть, ну иначе, да, контроль, изменение, самообладание над нашими низшими инстинктами. То есть побеждая своего вот этого зверя, мы высвобождаем
силу, которая несет в себе этот дракон, и внутри себя становимся сильнее. Вот в аркане силы, да, я говорила неоднократно, когда ты преодолеваешь свои страхи, ты чувствуешь удовлетворение. Вот это вот удовлетворение и радость, которое ты получаешь, оно связано с тем, что та энергия, да, тот потенциал, который есть у страха, он сконцентрирован. И ты не можешь, ну это как, не знаю, как некое такое хранилище, которым ты не можешь пользоваться. Но стоит только убить, да, этого дракона, либо этого демона, либо этот страх, либо эту темную силу, называйте как хотите, смысл один – сила высвобождается, эту силу получаешь ты. Когда ты получаешь силу, да, самовыражение, я стал сильнее, а если я стал сильнее, я получаю больше удовлетворения, потому что у меня идет прилив энергии, мы говорим, да, то есть прилив силы, во мне стало больше сил, и я чувствую и наслаждаюсь этим. Поэтому во всех ритуалах, во всех народах, да, когда метафорически идет убийство, то есть не прямое, а как, знаете, в танцах это иногда изображается, да, когда ты, там, не знаю, крокодил поглотил луну, да, то есть получается, что крокодил, да, как животное, поглощает, то есть убивает, обретает контроль над чем? Над нашей луна, нашим бессознательным. Поэтому убийство дракона олицетворяет смерть, контроль, изменение, самообладание над нашими низшими инстинктами, а также испытания, так как дракон является хранителем знаний. То есть для того, чтобы получить какие-то знания, это тоже очень интересный момент, когда люди, особенно в интернете, да, очень часто, когда пишут про магию, да, вот сделайте это, сделайте нам, магия равно сила, равно энергия. Сила и энергия, она не находится там, где все могут пойти и взять ее. Как правило, много силы и много энергии находится там, где она не легко доступна, да, когда за нее надо бороться, надо что-то преодолевать. То есть она не бывает на, как это сказать, на поверхности, да, за это надо бороться. И, то есть если бы сила внутри человека была, так скажем, на поверхности, да, то все бы мы были сильными. В потенциале так оно и есть. Но чтобы высвободить эти ресурсы, да, надо побороться. Побороться, что значит? Преодолеть себя в чем-то. Да? То есть, когда ты говоришь, я не могу, нету сил, человек бежит на марафон, да, у него все, уже нету силы. В какой-то момент он чувствует, что нет, я себя преодолею, и у него открывается второе дыхание, мы говорим, да, то есть раскрывается потенциал, у него появляются дополнительные силы. Поэтому смысл здесь такой же. Дальше. Спасение девственницы. Ну, в данном случае Андромеда, как правило, всегда, когда говорится девственница. Я говорила уже, не помню где, что, ну, может быть, в Телеграме, что на русском языке слово девственница ну, не несет, ну, по крайней мере, мне, я не филолог, не знаю, не несет никакой смысловой нагрузки. А вот на греческом языке девственница означает парфена, и переводится, не переводится, а несет смысловую нагрузку парфена, пара, то и нос. То есть это то, что неделимо, это то, что находится в монаде, да, в единении. И, как правило, всегда девственницы, да, всегда парфенес, они всегда находятся рядом с богами. То есть с монадой, то есть то, что неделимо. Что значит неделимо? Это значит нету дуальности. Это та энергия, которая не разделена, да, у нас аркан про влюбленных, про дуальность. Это та энергия, которая не разделена, она находится в единении, да, и, как правило, это личность целостная, да, вот мы говорим целостная, нету разделения, поэтому такая смысловая нагрузка у девственницы, как правило, всегда, да, либо там говорят «хочу кровь девственницы», это тоже для каких-то ритуалов, это тоже метафоричный смысл, то есть я беру энергию, кровь в данном случае, да, это очень мощный потенциал, материал энергии, именно от, как бы от первоисточника, то есть эта энергия неделимая, поэтому она целостная, она несет в себе большую ценность. Так вот, поэтому там всегда девственницы.
Вот спасение девственницы, да, означает или высвобождение, спасение означает высвобождение или освобождение высших духовных сил, да, то есть либо это состояние души, либо это высшие духовные силы, либо это наше бессознательное. В любом случае это имеет большой вес состояния нашей души. А вот имя, да, данной девственницы Андромеда означает с древнегреческого составляющее слова «анир», а это мужчина, да, и в данном случае мужчина не в контексте гендерной принадлежности, а в контексте человек, да, то есть всегда говорили, ты кто? Кто родился, да, человек и девочка, да, то есть, ну вот как будто бы мужчина подразумевается как это правильно-то сказать, ну, как человек, я не могу по-другому найти смысл, да. И второе слово это медо, причем оно очень напоминает слово медуша, да, то есть медуза. И не случайно, что Персей освобождал Андромеду с помощью головы медузы Горгоны, то есть там есть общий корень, что означает управляю, защищаю, либо царствую. И поэтому имя Андромеда, получается, это то, что управляет, либо защищает, либо царствует над мужчиной. То есть Андромеда означает та, кто защищает, либо управляет мужчинами, но это можно буквально воспринять, да, то есть женщина, которая управляет мужчинами, так или иначе, либо это женщина, как наша бессознательная, которая управляет нашим сознанием в данном случае, либо это состояние души, которое также управляет нашим разумом, либо это смысловая нагрузка того, что человек для того, чтобы высвободить вот эту вот женщину внутри себя, да, то есть как состояние души, да, как наше высшее я, то, что мы говорили, чтобы слиться, он должен победить внутри себя внутренних драконов. Вот это вот смысловая нагрузка. То есть человек для того, чтобы спасти себя, да, чтобы спас себя сам, ему для этого необходимо собственное желание и помощь богов. То есть человек может спасти себя сам. Каким образом? Силами собственного желания и помощи богов. То есть собственное желание – это воля в данном случае, да, то есть использование воли. А вот с помощью богов это тоже невозможно воспринимать буквально. Почему? Потому что в данном случае боги – это энергия, которым соответствуют определенные качества. Так вот, мы говорим, да, у каждого бога есть там свои качества. Например, у богини Афины, да, у нее идет разумность, либо благоразумие, да, плюс ко всему является и защитницей города Афин, да, и также она помогала в сражениях. Но в данном случае, да, ее качество – это благоразумие. Поэтому, используя каждого бога, да, не в понимании того, что, опять же таки, да, когда мы говорим также про поклонение каким-то богам, в данном случае не идет идолопоклонничество тупое, да, как обычно проповедуется религиями, да, как люди такие темные невежи, которые там занимаются поклонению идолов. А в данном случае здесь идет смысл того, что призывая того или иного бога, у него есть качество. И когда мне не хватает каких-то качеств, не хватает храбрости, да, например, не хватает мужества, да, я буду призывать бога Марса, то есть бога воинственного. Либо если я хочу, например, там, я не знаю, что-то сделать, и мне не хватает, ну, да, я не знаю, работаю, например, над украшениями, да, либо
хочу что-то сделать, например, своими руками, я могу призвать бога Гефеста. Если мне не хватает понимания, да, мне нужна некая такая разумность, холодный мозг, я буду призывать богиню Афину и так далее. То есть вот в этом смысле, да, помощь богов идет в этом смысле. Не то, что боги там, ты сидишь и говоришь, дайте мне, и тебе что-то дали. Нет, а здесь смысл идет то, что ты, призывая Бога, то есть ты призываешь, по сути, ту энергию, которая внесет в себе этот Бог. То есть призываешь качество. И поэтому вообще всевозможные вот эти вот призывы, да, в ритуалах, они, по сути, особой роли напрямую не играют, но они очень важны. Почему? Потому что во всех этих ритуалах человек, ну, в данном случае мастер-маг, там, ну, я не думаю, колдун, скорее всего, маг, он, призывая те или иные энергии, он с ними сонастраивается, да, то есть, когда ты говоришь себе, например, лимон, 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 в какой-то момент у тебя во рту становится кисло, да, либо когда ты говоришь мороженое, 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 ты начинаешь ощущать вот этот холод. Вот здесь примерно тот же самый паттерн, да, тот же самый принцип. Когда ты призываешь того или иного бога, да, то есть, по сути, сонастраиваешься с энергиями, с качествами этих богов. Поэтому человек может спасти себя сам силами собственного желания, да, собственно, используя собственную волю и помощью богов, их инструментами. И в данном случае это, ну, по-гречески это фрониси, арити и ноиси, то есть у нас получается это Афина, Артемис и, ну, ноиси здесь в данном случае может быть сам Зевс. То есть это благоразумие, это добродетель и разумность. То есть для того, чтобы прийти, да, высвободить вот эту вот Андромеду, Персею, да, ему нужна помощь богов, ему нужны качества. Какие качества? Благоразумие, добродетели, да, и разумность. Вот имея вот эти свойства, ты, по сути, уже встал на путь познания себя и слияния со своим высшим я. Смотрим дальше. Что касается, это большой ролик, имени дракон. Да, дракон мы говорим по-русски, по-гречески звучит аналогично. Дракош. Шумит моя подвеска. Дракош. Дракос означает, происходит от древнегреческого слова «деркуме», что означает «вижу ясно», то есть «влепу катара». Что значит «вижу ясно»? Или, ну, как по-гречески, да, «влепу катара» это означает «анделипситум прагматум», то есть восприятие вещей за пределами иллюзий. Именно по этой причине дракон является хранителем знаний. То есть какие у него есть знания? Знания за пределами иллюзий, то есть реальности, такой, какая она есть. И опять-таки, что он охраняет? Золото, да? Он охраняет именно то идеальное, богоподобное, да, состояние. То есть первую материю, ту суть, которая является за пределами именно иллюзорного мира. И поэтому сам по себе слово, да, имя дракон, дракус, означает восприятие вещей за пределами иллюзий. И поэтому, когда ты убиваешь дракона, ты получаешь эту способность. То есть, когда ты убиваешь свои страхи, когда ты убиваешь своих внутренних демонов, да, ты обретаешь силу, да, то есть у тебя нету, ты становишься бесстрашной. Если ты становишься бесстрашной, ну, то есть неуязвимой, у тебя, ты поднимаешься энергетически, у тебя идет прилив энергии, ты поднимаешься энергетически на более высокие уровни, и ты видишь реальность такой, какая она есть, без иллюзий, потому что иллюзия в материальном мире. И в таком случае смерть дракона, как я уже говорила, да, символизирует инициацию, ритуал, то есть перенятие, либо передавание способностей того, кого убили. И отсюда у нас получается, да, овладели, то есть кто-то кем-то овладел, то есть кто-то кого-то убил, это означает перенял, либо передал способности, либо перенял способности того, кого убили. То есть кого убиваешь там?
Убиваешь зайца, да, ты перенимаешь его силу, там, с одной стороны, страхи его, да, зайца, а с другой стороны, скорость, быстро бегать, да, выживать. Борьба с драконом, я уже говорила, помимо получения, да, знаний, олицетворяет также, то есть в борьбе где Персей боролся с чудовищем, с драконом, олицетворяет трудности, которые человек должен пройти на пути принятия своих внутренних знаний, именно трудности, да, то есть заметьте, чтобы получить силу, сила просто так не дается. Это не так, знаете, волшебное палочка, и все это получилось. Это трудности, это преодоление, которые, значит, трудности, которые человек должен пройти на пути принятия внутренних знаний, которые имеет сам дракон непосредственно, который и является, ну, в данном случае дракон является символом этих внутренних знаний. И поэтому эта символическая борьба также означает борьба духа и света, духа света и тьмы над материей страстей и инстинктов. То есть, с одной стороны, я добываю эту силу, опять же таки, что значит сила? Это энергия, которая мне нужна для того, чтобы поднять свои вибрации, да, чтобы возвыситься. А с другой стороны, это вот бесконечная борьба духа света и тьмы над материей страстей и инстинктов. Это борьба логического и иррационального, то есть человек убивает свою темную природу и тем самым овладевает ей. И вот эта вот борьба и двойственность, ее как раз-таки мы видим в аркане влюбленных вот именно в традиции, поэтому, ну, в традиционной, в классике я имею в виду. То есть здесь получается именно вот этот выбор, да, человек, который, спускаясь в мир материи, должен бесконечно совершать какой-то выбор, но этот выбор не дается никогда просто, ему все время нужно будет преодолевать. Для чего он выбирает, для чего он проходит этот путь до аркана умеренности? Он должен пройти все эти страсти, все эти трудности. Для чего? Для того, чтобы привести себя к совершенству, да, слиться и потом вознестись. То есть, в принципе, путь героя. И что занимательно и очень интересно, что человек убивает, то, что я сказала, свою темную природу и тем самым овладевает ею, да, и возносится. Темная природа. Когда проводятся ритуалы, как правило, ночью, да, вот по этой причине все инициации проводятся в темное время суток и аллегорично, как правило, в темных пещерах, либо в темное время. Кстати, большие мистерии, посвященные богине Деметры, элевсинские мистерии, они проходили в тьме. То есть всегда, когда проходишь какие-то ритуалы, да, там, мистерии, либо инициацию, ее, как правило, не проводят при свете. Почему? Потому что вот эта вот аллегория, да, тьмы, как невежество, это надо победить, то есть это надо осветить. И вот этот вот свет, он всегда появляется в конце, не случайное выражение, да, свет в конце туннеля, но туннель сам он темный, поэтому все ритуалы в темноте, в ночное время, либо в пещере, что тоже означает наше бессознательное. Поэтому успокоение, гармония приходит, когда внутренняя правда, да, свет находит храбрость сражаться со своими внутренними драконами, сражение в данном случае осветить, да, вот эту тьму, просветить. Вот этот миф Андромеды, да, и Персея, он заложен как раз-таки в аркане влюбленных, именно в колоде Золотой Зари. Поэтому если кто-то... Колода сама по себе, знаете, я замечала неоднократно, если она нарисована не совсем красиво, как-то примитивно, да, то в ней, как правило, очень много смыслов. И я тоже, когда впервые увидела эту колоду Золотой Зари, мне показалась какая-то, вот, ну не знаю, ну не такая, непривлекательная. И я не понимала, почему там изображен этот миф, да, что, ну, то есть какая связка. Опять же таки, это показатели, вот мы говорим, да,
где и для чего использовать Таро. Я все время говорю, это система самопознания, а не предсказательная система, хотя ее так тоже можно использовать. Вот попробуйте использовать миф, и вот то, что я сказала, да, вот этот вот миф про Персея и Андромеду, и вот эти все смыслы, и то это часть того, что я сказала, то, что я нашла в предсказательной системе, насколько это будет полезно. Я не думаю. Проще увидеть аркан влюбленных и сказать, все, выбор, ты что-то там выбираешь. И вот эта вот смысловая нагрузка, которая заложена, да, в колоде, в арканах, она теряется. Но когда ты рассматриваешь тематику именно самопознания, и ты задаешься вопросом, да, что мне нужно сделать сейчас, и тебе выпадает аркан влюбленных именно с колоды Золотой Зари, и там есть вот этот вот смысл мифа, да, и ты понимаешь, исходя из того, что я сказала, что тебе нужно сделать, какие действия необходимо предпринять. И вопросы ты уже будешь задавать уже другие. Да? Не какой выбор сделать, а какие темные силы мне надо преодолеть, что мне нужно осветить, что меня останавливает. То есть уже другие вопросы задаешь, и получаешь уже другие ответы. С другой стороны, именно отрисовка этого мифа в колоде Золотой Зари, она показывает о том, что в Ордене изучали, ну и это в принципе видно и в книгах как минимум Кроли, он про это все время пишет, участники, не участники, члены Ордена изучали мифологию, да, и сам Кроли непосредственно изучал древнегреческий, он очень сложный язык, для того, чтобы понимать, не случайно Юнг изучал тоже мифологию, это архетипические символы, которые несут в себе глубокие символы, да, глубокие смыслы познания. Поэтому очень важна, на мой взгляд, да, субъективно, в отрисовках колоды. То есть я не против того, чтобы как-то картинки были, ну, более современные, наверное, да, в арканах. Все-таки мы идем в ногу со временем, но не нужно терять смыслов. Вот для меня это важно. Иногда, знаете, вот смотришь, например, на арканы Шута, и там рисуют собачек, кошечек и все такое. Ну, кто-нибудь задумывался, да, смысл, почему там изображена собака, да, что она означает. То есть, когда человек понимает смыслы, тогда ты можешь уже нарисовать какой-то другой символ, который подходит под этот смысл. Но если ты не понимаешь, да, что это дикая природа, да, это то, что сопровождает этого Шута и так далее, сейчас я не буду вдаваться, то есть сейчас я веду в другой аркан, меня не корми, дай рассказать. Тут ты уже не будешь рисовать там что-то такое миленькое и что-то такое прекрасненькое, да, вот, поэтому я всегда за символику, за то, чтобы люди углублялись и познавали. Но с другой стороны, да, вот для чего я это выложу этот ролик на YouTube, потому что в Telegram он не полезет. Для того, чтобы с одной стороны показать, какая глубина присутствует действительно в Таро, и это не придумано мной, потому что, ну, я не могла бы привязать этот миф. Вот, это вот изображено в колоде Золотой Зари. С другой стороны, если бы у меня было больше времени, я бы рассказала, как это все связано с той картинкой, да, что здесь изображено. Но также, например, те, кто приобретал у меня курс обучения Таро в аркане влюбленных, там есть эти картинки, я их объясняю, да, смыслы, как это все связано, о чем там говорится и так далее. Значит, можете приобрести. И этот ролик, он несет в себе, так скажем, с одной стороны, для кого-то просто развлекательный такой, знаете, материал, да, узнать что-то новое, что, ну, возможно, не знали. Вот такой, скажем так, просветительная работа. А с другой стороны, она показывает, что именно в курсе «Мифология Таро» я рассказываю вот такие моменты. Сейчас я, в принципе, не стала привязывать к аркану, да, то есть сказать, вот здесь вот это ключевое слово, и оно как раз-таки описывается вот в этом мифе. Ну, потому что это не лекции из курса «Мифология Таро», но, по сути, именно вот эту информацию я и даю на курсе. Кому интересно, да, можете написать мне по контактам, которые всегда есть
под роликом, да, либо написать мне в Телеграм, либо на почту, и те занятия, которые я уже записала, а у меня, значит, есть в открытом доступе аркан Шута, и я записала аркан Мага и Верховную Жрицу. И вот сейчас буду готовить аркан влюбленных, да, более так основательно эту информацию, плюс еще там миф про двух близнецов тоже добавлю. И все это соединю уже с классикой Артура Уэйта, а не с «Золотой зари». Вот. Как-то так. На этом все. Еще раз хочу поблагодарить Ларису за идею. Как-то я сама не додумывалась, да, то есть, что можно рассказывать такие интересные вещи. А с другой стороны, я их так или иначе рассказываю на курсе «Мифология Таро», да, то есть, может показаться странноватым, да, ну, типа, и так есть, да, зачем это говорить, но вот что-то вырезать и сказать вкратце не получается. Либо я все говорю, либо ничего. Вот такой вот я тоже по аркану влюбленных человек крайности. Все, благодарю вас за внимание, благодарю вас за лайки. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, мне приятно, вам, наверное, не сложно, я так думаю, да. Вот, и пишите свои комментарии, может быть, кто-то что-то из того, что сегодня узнал, услышал, ну, может быть, какие-то свои сопоставления сделает, да, либо какие-то свои инсайты получил, да, поделитесь, мне будет интересно. Вот, а я с вами прощаюсь, всем